Всем привет! Как и обещала, сегодня мы с вами будем плести нашу хлебницу. Значит, какой план работы? Я так думаю, что будет две части видео. Первая часть это основная, то есть наша хлебница. И вторая часть это будет крышка с декором. Там, ну да, скорее всего так оно и будет. Так, значит, что мы делаем? Первое, нужно подготовить вот такое вот донышко. Как готовить донышко для такой хлебницы у меня уже есть на канале. В подсказках я оставлю, прикреплю видео, то есть как я готовлю это донышко. Красила цвет шоколад. Брала, значит, 700 трубочек цвета шоколад и 300 трубочек белых. То есть это приблизительно, я думаю, должно хватить. Значит, пропустила я в донышко вот таким вот образом наши трубочки, то есть в виде скобы. Вот. Размер нашего донышка. Сейчас я вам скажу. Так, размер у нас 27 на 37. Это наше донышко. Так, что мы делаем дальше? Ну что, поехали, уже по ходу будем уже разбираться. Значит, я вывела стоечки. И теперь я буду заводить стойку за стойку. Вот таким вот образом. Вот. Здесь подкладывать нужно дополнительную трубочку, потому что в дальнейшем, когда мы будем закрывать уже, то есть доходить до конца, мы будем заводить. То есть мы резервируем место. И вот так вот мы идем. И старайтесь вот этот вот изгиб вот прижимать. То есть, чтобы не было сильно выпуклости. Так. Доходим до угла. Значит, здесь очень важно. Тоже прижали и сразу мы выравниваем на угол нашу. Вот, покажу. Здесь продолжаем. И сразу ровненько мы выводим вот так вот. То есть все должно стать на свои места. Так, идем дальше. Есть. И вот так вот каждую стоечку мы заводим одну за одну. Есть. И вот так мы будем сейчас идти до самого конца. Я дойду до конца, включусь и покажу, что делаем дальше. То есть в целях экономии времени будем вот так вот поступать. Доплетаю до конца, включаюсь и показываю, что делаем дальше. Подошла я к концу. Вот завожу. И теперь последнюю стоечку я завожу вот в это зарезервированное место. Есть. Все. Первое у нас готово. Теперь я буду сейчас оплетать по кругу полностью все. Оплетать я начну с стороны стенки, задней стенки хлебницы. Выбирайте любую, либо это, либо вот это, то есть какая будет для вас удобна. Я начинаю с любой, то есть там, где начну, там и будет, получается, задняя сторона. Итак, что я делаю? Я беру наши трубочки, просто подставляю вот так. Вот одна. И вот вторая. Вот просто подставила их под стоечки. И веревочка из двух начинаю оплетать. И хорошо, вот, хорошо подталкиваю под наши стоечки, вот, которая сейчас вот в таком положении. Причем старайтесь сразу выравнивать все по своим местам. То есть, чтобы ровненько все становилось. Вот так.
Так, доходим до угла. Как делаем с углом? Как поступаем? Значит, верхнюю трубочку, вот, которая она идет, я завожу под стойку. Вот. И, вот, которая сейчас образовалась верхняя, я нею оборачиваю вот так. При этом делаю так, чтобы стоечка стояла ровно на углу. Вот уголочек и ровно-ровно на углу. Обвернула вот так. И проплетаю дальше. Вот так. Вот. Вот у нас образовывается уголок наш. Плетем дальше. Наращиваем за стойкой. То есть наращивание будет между стойкой и самим донышком. Так. Плетем дальше. Точно так же. Напоминаю, что все ряды, полностью все плетение, у меня изделие будет ряды закрываться. Как закрываться, я думаю, вы уже знаете, как ряды закрываются и в каком плетении как. Ну, вот так хорошо. Вот здесь вот подталкивайте вот наш изгиб, вот когда мы заводили стойку за стойку. И вот так проплетаем. Выравнивайте стоечки ровненько. Вот. Снова доходим вот до угла. Верхнюю, которая у нас сейчас, заводим под стойку. Вот. А та, которая будет у нас сейчас образовалась, верхняя, мы ее вот так окручиваем и заводим за соседнюю. Здесь как раз у нас наращивание получилось. Не совсем хорошо, но что делать? Так. Сейчас мы нарастим. Так. Заводим за стоечку. Под низ прям. Вот так. Угловую мы выравниваем. Все. Прям под стоечку. Я, видите, сразу прям подтягиваю вот так вот, чтобы хорошо все зашло под стойку. И вот так до самого конца мы будем проплетать. Я дойду до конца, включусь и покажу, что делаем дальше. Так, подошла я к концу. Значит, вот наша последняя стоечка, вот наша первая, из которой выходит наша трубочка. Я буду здесь закрывать. То есть, каким образом? Значит, верхняя наша трубочка мы заводим наперед. А нижняя наша трубочка идет под низ этой и заходит наперед следующий. И вот получается, если я прикрою эти трубочки, у меня вот ряд закрылся. Есть. Так, теперь что делаем дальше? Переворачиваю. Вот так. Все выравниваем, поправляем. Есть. Вот эти стойки, которые у нас
вот были выведены. Мы их поднимаем наверх. Вот сюда, чтобы они нам не мешали. Вот. И теперь варианта 2. Как можно поднять? Мы можем завести одну за одну трубочку вот так вот. Вот как мы делали первый ряд. Либо сразу проплетать наши изделия, вот так вот поднимая трубочки. Я буду поднимать одну за одну. Каким образом? Тоже берем, в принципе, здесь в любом месте. И вот так вот поднимаем наши стойки. Вот так. Так, чтобы все у нас было по своим местам. Вот так. Так. И вот так до самого конца. Сейчас пока дойду к углу, покажу, как я буду делать на углу. Вот так. Теперь смотрите, вот угол. Нам нужно, чтобы наши стоечки были ровно напротив угла. Вот так. Я что делаю? Чуть-чуть отодвигаю вот влево к себе. Беру стойку, завожу. Вот. Огибаю, хорошо прижимая трубочкой вот к углу. И вывожу вот так, рядышком. Вот. И продолжаем дальше поднимать наши стойки. Сейчас подойду к другому углу и покажу, что делаем дальше. Повторю, вернее, наш угол. Ну, вот так. Вот так. Мы сейчас будем поднимать. Сдвинула. Вот. Снова угол. Вот чуть-чуть вот влево отвожу, чтобы установить стойку. И снова вот так вот. Вот. Поднимаю. Так. Дойду до конца, покажу, как в конце делаем. Так, подошла я к концу. И теперь завожу. Вот. И последнюю, вот нам нужно вот в это отверстие протолкнуть нашу трубочку. Вот сюда вот. Тоже делаю изгиб и поднимаю нашу стойку. Все. Вот у нас выровнялось. Вот так. Готово. Значит, что делаем теперь? Теперь нам нужно по кругу обплести. Я буду плести веревочкой из 3 трубочек. Значит, мы, если помните, вот оставляли хвостики, когда плели вот с обратной стороны, да? Вот я их вывожу. А теперь обратите внимание, значит, как будем плести. Все полностью наш этот ряд веревочки из 3 должна лечь между стойкой и вот этой вот кромкой нашей формы. Не наверх донышка, вернее. Не формы, а донышка. Не наверх донышка, а вот именно между. Вот так она должна идти. И сейчас более точно я вам покажу. Подставляю другую трубочку в любом месте. Как подставлю. Вот здесь плетение у нас идет. Я вот под плетение и вот прям вот туда сейчас срежу. Вот. Там курочки мои поют сопровождение. И вот прям вот туда вот мы сейчас протолкнем. Вот так. Все. Готово. И вот у нас 3 трубочки в работе. Вот раз, два, три. И мы теперь
Плетем, как обычно, веревочку из 3. Берем крайнюю к себе, перед 2 и за 3 и укладываю прям хорошо глубоко между, как я говорила, стоячком и нашим донышком. И здесь также перед 2 за 3. Перед 2 за 3. То есть у нас должно плетение стать прям вот вровень нашего донышка. Сейчас чуть дальше отойдем, я покажу. Кабинет выходит во двор. Так. Здесь мы будем наращивать. И сразу вот здесь вот. Наращу 3. Вот здесь. Так. Так, 1, 2 и наша 3. Мы сейчас сюда вот так раз и поместили. Все, готово. Есть. Теперь продолжаем дальше наше плетение. Перед 2 за 3, как обычно. Хорошо, я же говорю, главное хорошо вот ставить именно вот, чтобы прям вровень донышка было. Вот так. Вот прям тоже угол, вот прям вот уголочек, вот туда вот трубочку протолкнуть. И вот так вот поднимаем. Есть. Теперь немаловажно угол. Как обычно берем, заводим. Также между. Следим, чтобы вот эта наша трубочка была ровно-ровно прям на уголочке. И нижнюю не поднимаем, не натягиваем наверх, а вот она должна лечь ровно, параллельно друг другу. Вот, параллельно друг другу должна лечь. И продолжаем дальше, чтобы хорошо, вот образовался хороший угол. Есть. Идем дальше. Первый ряд он немножко неудобный и сложный тем, что, ну как сложный, не совсем, чтобы прям тяжело-тяжело, но вот, чтобы все было ровненько-ровненько. Есть. И вот так вот, если присмотреться, вот, наша веревочка из 3, она идет прям вровень нашего донышка. Вот ровно-ровно идет. Вот. Вот так. И плетем, продолжаем плести точно так же все наши стойчики, оплетаем веревочкой из 3. Так. Укладывайте между и прижимайте вот к донышку. Вот так прям вот туда хорошо, плотненько все поправляйте. Так. Готово. Я буду идти дальше, дойду до конца и в конце покажу, что мы будем делать. Подошла я к концу. Вот предпоследняя и последняя. Так, закрываем нашу веревочку из 3. Здесь нужно чуть-чуть отодвинуть, чтобы трубочка легла. И как поступаем, значит, если мы привели, как обычно, ближе к себе наперед, то теперь делаем по-другому. Дальнюю от себя, первую, перед 2 за 3. И вот эту трубочку, вот которую мы завели, также нужно поместить между, вот туда. Хорошо уложить. Так, следующую, вот эту, среднюю,
перед двумя за третью. И вот здесь вот нужно чуть-чуть оттянуть, чтобы уложить прям вот туда. И теперь вот последняя перед двумя за третью. Вот так. Тоже здесь чуть-чуть оттянуть, чтобы положить, а не укладывать все вровень. Вот покажу, у нас закрылась веревочка. Вот она. Так, теперь дальше у меня по рисунку будет идти 5 рядов простой веревочки из двух. Я уже такую хлебницу плела, поэтому я как бы, попросили еще точно такую же, как и была, сделать. Так, значит, смотрите, у меня здесь получается 3 трубочки, одна лишняя. 2 вот эти длинные я оставляю, а вот эту коротенькую я буду убирать. Я среднюю вот уберу назад, а вот эту коротенькую обрежу вровень с вот этой трубочкой. Вот откуда выходит. И вот какую, возле какой я буду обрезать. Я уже не раз показывала, как я прячу хвостики. Вот в таком же принципе, таким же макаром я буду это все прятать. Вот так, вот прям вот туда, между стойкой и веревочкой. И веревочка из 3. Вот так, все. У нас готово. Так, теперь я подготовила форму. Форма у меня вот из лего. Опс. По размеру мне чуть-чуть не хватает. Вот, покажу сейчас. Вот, буквально чуть-чуть я оставляла так, чтобы ровненько стала моя форма вот туда. Прям вот все укладываю. Вот так. Помещу все на место, чтобы все стало. Так. Лишнее убрать. Трубочки коротенькие, они все хотят стать. Все. Вот так я туда ставлю. И чтобы не ерзала наша донышко по столу, есть у меня вот такая вот картонка, когда-то на ней плела. Я поставлю на нее. Буду крутить саму картонку. Так, и поставлю для веса и удержания формы на месте, поставлю туда вовнутрь книги. Вот так. И знаете, что еще? Я поставлю свой груз, монетки. Вот так. Все. Теперь и форма никуда не уедет. И, естественно, я уже смогу плести дальше. Так, ну что, продолжаем мы плетение. Как я говорила, плетем с вами веревочку из 2. Обычная простая веревочка. Сейчас я тут настрою, чтобы вам было видно хорошо. Вот так. Ну что, поехали, да? Как обычная веревочка. Вот. Мы начали. Значит, это у нас будет зад хлебницы. С той стороны это будет вперед. Так. И вот так будем проплетать. Я вернусь назад, чтобы на углу не было наращивания. И здесь сейчас обрежем. Вот так. Наращу. Вот так. Так, подходим к углу. Есть. Здесь все ровненько выставляем, чтобы все было красиво. И теперь,
Что делаем с углом? Пока форму можно двигать, выставляем ее так, как должно быть, чтобы у нас все стало ровненько. Значит, что мы будем делать с уголком? Мне сюда нужно поставить еще 2 трубочки. То есть для угла, чтобы был четко выраженный угол. Вот так. Ровненько, ровненько. Нужно удержать на месте. Здесь сейчас будет не совсем удобно, потому что оно все захочет вывалиться. Но мы сделаем чуть по-другому. Мы сначала заведем трубочку вот так. Затем поставим вот сюда стойки. Вот так. Вот. И потом мы прижмем вот этой трубочкой к форме. Вот. И вот так вот у нас все будет удобно и четко стоять. Так, плетем дальше. Все сразу выравнивайте, поправляйте, чтобы все стало прям вот на свои места. Вот так. Так, и продолжаем наше. Вот так. Так, я дойду до конца, включусь и скажу дальше, какой будет у нас фронт работы. Подошла я к концу. Вот последняя моя трубочка, вот первая. И буду закрывать. Значит, как обычно, завожу наперед и за стойку. А теперь, которая ближе к вам, за вот так стоечку. Все. Так, теперь в целях экономии времени, значит, что мы делаем? Проплетаем еще один ряд, меняем трубочки все, и потом еще проплетаем 3 ряда. То есть в общей сложности веревочки из 2 у нас должно быть 5 рядов. То есть я проплету, поменяю трубочки, вот включусь. И дальше мы будем с вами плести прямую и обратную веревочку. Из 3 будем образовывать косу. Вот. Ну и, естественно, дальше уже мы будем переходить, поднимать на нашу полочку на хлебнице. Так, продолжаем плетение. Я уже включусь тогда, когда проплету еще 4 ряда веревочка из 2, при этом поменяв все стоечки. И будем с вами плести прямую и обратную веревочку. Подхожу к концу. Вот. Так. Вот первая трубочка, вот последняя. Вот из-за которой вышла наша рабочая трубочка. Одна из этих 2. Закрываю ряд. Как обычно. Сначала завожу одну наверх, а нижнюю под низ. И тоже за стойку. Все. Вот у нас 5 рядочков сделано. Так, у нас, значит, был первый ряд веревочка из 3. Дальше 5 рядочков прямой веревочки из 2. И сейчас у нас будет коса из веревочки, прямой и обратной веревочки из 3. Как поступаем? Здесь я меняю цвет. Здесь обрезаю. Наращиваю светлый цвет. Так. Ну, одну вот сюда. И одну вот сюда. Все. Я говорила, что это задняя сторона нашей хлебницы, поэтому вот этих вот всех стыках их видно не будет, они будут в середине. Так, 2 у нас поставлено, мне еще нужна 3.
третью я заведу назад. За стоечку вот так вот. И начну с обратной веревочки. Под низ перед двумя трубочками. Вот. Перед двумя под низ третий. И под низ всех рабочих двух трубочек. И вот так. Вот так мы проплетаем. Так. 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 Подходим к нашему уголочку. Вот. И вот так образовываем нашу косу. Так. Плетем дальше. Так. Неправильно, под низ. Так. Вот. Дальше. И вот так мы идем до самого конца. По кругу, отплетая обратной веревочкой из 3. Так. Я подойду к концу и покажу, как мы будем проплетать дальше. Подошла я к началу. И вот у нас начало, вот у нас конец. Закрываем нашу веревочку обратную из 3. Первую, как обычно, первую, которая ближе к вам, под низ, под всеми, наперед. Среднюю под одну трубочку, под вот эту трубочку, вот здесь. Выводим ее сначала назад. Вот так. И за стойку, и снова наперед. И теперь последняя, вот она у нас. Мы заводим под 2. Вот эти. Вот туда. Также за стоечку. Надо вывести. И снова наперед. Вот так. Все, прижать, где это нужно. Туда. Вот. Есть. Теперь мы плетем прямую веревочку из 3. Сейчас я поменяю трубочки наши рабочие. Так. И сейчас плетем, как обычно, прямую веревочку. Вот так. Раз. Так, 2. И вот мы поехали образовывать нашу косу.
Вот наша коса. Где-то затерлась. Так. Так. Здесь все параллельно должно идти трубочки. Так. Здесь вот параллельно, вот здесь вот они должны быть. Так. Есть. Здесь нужно нарастить. Так, сюда. Вот эту. И последнюю, третью. И продолжаем оплетать наши стоечки. Вот так. Вот такая косичка у нас получается. Так, значит, дойду до конца, включаюсь и заканчиваем. Дошла я к окончанию. Вот наша конечная, вот наша первая. Закрываем. Как мы делаем? Берем крайнюю от вас перед двумя за третью. Вот так. Здесь тоже чуть отпустить. Средняя перед двумя за третью. И теперь эту последнюю перед двумя за третью. Все, наша коса сделана. Теперь дальше. То есть, смотрите, у вас здесь рисунок может быть такой, какой вам удобно, какой вы хотите. Я же делаю просто по такой хлебнице, которую я уже делала, поэтому повторяю уже когда-то сделанную, чтобы была идентична. Так, что делаем дальше? Значит, дальше нужно проплести 4 ряда точно так же прямой веревочкой из 2. Для этого мы оставляем 2 первые, а эту мы будем прятать. Как обычно, срезаю кончик и вот туда, в серединку, я прячу. А эти трубочки я меняю цвет. Снова на темный. Так, сейчас заменим. Первая. И вторая. И по рисунку укладываем все по местам. Есть. Все. И теперь начинаем плести, как обычно, веревочку из 2. 4 рядочка. Закончу 4 ряда, включусь и показываю, что мы будем делать дальше. Подошла я к окончанию. Значит, закрываю, как обычно, одну наверх, одну под низ. Так, а вот теперь начинается самое интересное. Сразу покажу. Значит, одела я на переднюю часть коктейльные трубочки для того, чтобы они не пересохли, потому что потом будет загибка. И вот на угловые здесь у нас 3. На 2 задние я не одевала, мы их все равно срежем. Оставила только на одну, которая вот первая угол делает, да, вот она. И с этой стороны точно так же. 2 я не одевала, только на одну. Так, ну что ж, теперь начинаем работать с боком, одним и вторым, и задней частью. Начинаем самое интересное. Теперь нам нужно поднять нашу хлебничку вот так вот наискось. Вот. И здесь мы образуем полочку. Теперь нам нужно понять,
Какой ширины у нас будет полка, да? Вот давайте вот так вот приблизительно. Ну вот, приблизительно вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На 6 трубочке. Я ее, кстати, отмечу сразу вот булавочкой. На 6 трубочке от угла 1, 2, 3, 4, 5, 6 у меня будет такой вот ширины полка. Вы же можете делать уже, вы уже можете делать ее шире. Это уже на ваше усмотрение. Просто шире я не рекомендую, потому что ну, низкий подъем будет. То есть крышка будет плохо открываться, и хлеб проталкиваться будет тяжело. Так, это с этой стороны мы отметили. И теперь мы отмечаем вот с этой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На 6 тоже ставлю булавочку, что это у нас будет полочка. И что мы теперь делаем? Значит, мы будем плести укороченными рядами, поднимая наши бока и заднюю часть. Как обычно. Веревочку из 2 мы плетем до... Кстати, здесь проплетено было 4 ряда. Так. Сейчас мы дойдем до окончания. Покажу, как будем делать укороченные ряды. Так. Наверное, вернусь вот здесь, чтобы не было разворота. Вернее, наращивания на разворотах. Это мы сейчас с вами плетем прямую веревочку из 2. Так, вот. Подхожу, значит, к углу. Развороты я начну делать не на угловой первый, а на следующий перед угловой. Почему? Потому что если мы сделаем здесь разворот, здесь будет подъем. И здесь будет щель, зазор. А нам этого не нужно. Нам нужно, чтобы плавно сбоку крышка легла наперед. Поэтому развороты я начинаю сделать вот на предпоследней и еще на одной. Как я поступаю? Завожу, поворачиваю. И вот эту тоже разворачиваю в обратную сторону. Первая вот эта вот, которую я развернула, я завожу за стоечку. А теперь, дабы у нас не сбивался вот этот рисунок, который был, мы будем плести обратную веревочку из 2. Как это плетется? Если мы плели прямую, мы одну верхнюю, ближнюю, да, закидывали наверх вот так, то обратная закидывается под низ, вот так. И тогда у нас рисунок не будет сбиваться. Вот. Видите, одинаково. Одинаковый рисунок идет. А если бы мы плели прямой веревочкой, как обычно, да, вот закидывали наверх. Я сейчас вам покажу, что было бы. Были бы вот такие вот галочки. Вот видите как? Я вам чуть ближе опущу вот так. Вот. Вот были бы вот такие вот галочки. А нам нужно, чтобы было все одинаково. Поэтому, как я говорила, обратная веревочка из 2 плетется немножко по-другому. Она закидывается под низ. Вот так. Вот так. И вот у нас, видите, рисунок совпадает. Все будет абсолютно одинаково. Сейчас я дойду до момента, там, где у нас было закрытие ряда, и покажу вам, что делать с тем моментом.
чтобы вы не пугались, когда вы дойдете. Хотя, в принципе, вы можете не закрывать все ряды, только единственное вот эту веревочку из 3 закрываете и косу закрываете. А остальное вы можете, в принципе, не закрывать. Просто это я так плету, я как бы всегда закрываю ряды. А вы уже хотите закрывайте, хотите нет, на ваше усмотрение. Ну, тот, кто изначально будет плести все с закрытием, я сейчас покажу, как мы будем плести на вот том моменте. Сейчас мы дойдем, я вам покажу, где, что имею в виду. Так. И вот так вы проплетаете так, сейчас мы дойдем. Вот о чем я говорила. Вот помните, говорила, что вот закрытие. Вот у нас первая трубочка выходила, а там вторая. Как мы поступаем здесь? Вот. Заводим назад, как обычно. Вот. И наперед. То есть, чтобы у нас здесь образовалось все точно так же, как и везде. И снова назад, под низ. И вот так. Вот. Мы проплетаем. Вот так мы плетем до следующей стороны. Сейчас дойдем, я вам покажу. Так. И вот наш уголочек. Так, теперь где наша трубочка? Угу. Так, одна, вторая, вот она. И вот продолжаем оплетать точно так же. То есть влево мы идем, трубочку заводим под трубочку. Это если вы придете слева направо. А вправо мы идем, мы плетем трубочку, закидываем на трубочку. Сейчас. Так. Вот так. Мы сейчас покажу, что делаем дальше. Так, вот подходим мы к нашим разворотам, которые будут. Вот первый разворот. И вот у нас второй разворот. И вправо мы уже идем как прямая веревочка из двух. Вот туда-сюда, туда-сюда, вот так вот. Вот. Здесь наращиваем. И сейчас покажу, как плести следующий ряд. Так.
Так, сейчас я дойду на ту сторону. Здесь у нас уголок. Смотрим, чтобы все трубочки ровненько стояли на уголочке. Так. Наращиваем. Оп. И будем идти в обратную сторону. Вернее, дойдем сейчас до момента, когда нужно развороты делать. Так. Я всегда советую смотреть мои мастер-классы, стараться не проматывать. То есть я и так проматываю те моменты, которые вам не нужны. Потому что бывает такое, что я какие-то там подсказочки вам говорю там в середине, в конце, там в начале. То есть это для того, чтобы вы могли хоть немножко как-то брать во внимание те моменты, где можно упростить или где можно что-то заменить. То есть я даю какие-то подсказки уже со своего опыта. Так, вот мы подходим к нашей первой стороне, вот которой мы делали виточки. А теперь, значит, для плавного поднятия мы должны, по идее, делать разворот вот на этой у нас есть на двух, да, теперь на этой и на этой. Но мне не нужно плавное, мне нужно резкое. Для резкого поднятия, как я поступаю? Я дохожу до этой стойки, делаю разворот на этой и еще раз на вот предпоследней, вот на вот этой, которой мы уже делали разворот. И так всякий раз, вот. И у нас будет здесь 1 и здесь 2, 2, 2, 2. То есть мы всякий раз не доходим одну трубочку. Наоборот. Всякий раз мы не будем доходить одну трубочку. То есть, когда мы с той стороны вернемся опять назад, мы снова сделаем здесь разворот по 2 разворотика и здесь по 2 разворотика. То есть, соответственно, у вас должно быть на каждой трубочке, кроме вот первой, по 2 разворота. Мы плетем сейчас туда и обратно до тех пор, пока мы не дойдем до вот этой нашей метки. Пока последний наш разворот не будет на вот этой метке. Я дойду, наверное, до того, чтобы переходить к этой метке, включусь и покажу, что мы будем делать дальше. Проплетаю последний рядочек наш. Сейчас покажу, что будем делать дальше. То есть как выглядит последние наши развороты. Вот так мы подходим. Значит, вот наш 2 разворота, 1 разворот. Сейчас мы должны сделать разворот здесь. И последний будет разворот вот на нашей помеченной. Сейчас я здесь наращу и покажу визуально. Вот мы доходим. Мы должны сделать разворот здесь, там, где нет еще разворота. И второй вот на вот этом, там, где есть только один. На помеченным. Вот. Как мы делаем? Укладываем трубочку, а сверху разворот на трубочке. Все. И идем в обратную сторону.
И точно так же мы и там должны сделать с обратной стороны. Вот мы подходим к обратной стороне хлебницы. Вот. Так, здесь. И точно так же здесь. Разворот должен быть здесь один и два вот здесь. Один есть, еще один должны сделать. Делаем здесь поворот. Вот. Здесь два, здесь один. Все. Здесь уже идет наша полочка. Будет идти. И делаем с вами наращивание. Так, идем сейчас к началу нашего плетения, к нашей задней стойке. Чем хорошо, кстати, вот кубики, это тем, что по ним, видите, можно определять, ровно ли вы плетете, ровно ли укладываете рядочки. Поэтому, у кого нет, советую вам приобрести. Я, конечно, у ребенка еле выдрала, но он со мной поделился, я бы так сказала. Так, сейчас покажу, что делаем дальше. Опс. Доходим мы до начала нашего ряда. Все, мы закрыли. Повороты мы все сделали. Вот. Здесь будет наша полочка. Вот. А теперь, если вы помните, у нас здесь 4 ряда. А здесь было 5 рядочков. То есть мы должны сделать еще, пройти по кругу еще один рядочек. То есть сейчас мы плетем один ряд веревочкой из 2. Вот так по кругу полностью сделать буквально один кружочек. И один рядочек. По-другому сказав так, да? Так, сейчас мы это все делаем. Вот так. И вот так, повторюсь еще раз, проходимся один ряд. Вот. И вот так по кругу, проплетая. Здесь нарастим. Вот видите, какой крутой подъем? Это как раз и говорит о том, что мы делали развороты на одной трубочке по 2 раза. А если бы мы делали по одному разу, то был бы плавный подъем. Так, доходим до уголочка. Вот. Приподнимаем и делаем вот так. Ну, то есть плетем как обычно. Вот. Опускаем на место наши коктейльные трубочки. Так. Вот так. Я приподнимаю трубочку, приподнимаю коктейльную трубочку, пропускаю трубочку, опускаю коктейльную и снова вот так вот я плету. Можно было бы и не одевать, в принципе, эти трубочки, но тогда пришлось бы просто их увлажнить. И, естественно, пришлось бы просто какое-то время ждать. Ну, в общем, такое вот.
Так, сейчас я дойду кружочек, и мы будем с вами полностью закрывать перед. Или вперед, как правильно сказать, нашей хлебнички. Я решила сделать все-таки 3 части. Я планировала 2, говорила, что будет 2, но сделаю 3 части. Первая часть будет вот та, что мы сейчас с вами плетем. Вторая часть будет полочка, а третья часть будет у нас крышка и декор. Вот так вот будет правильно. Так. Сейчас нам будет тоже интересная такая штука. Розга соединена с веревочкой из 3. Сейчас я вам все покажу. Сейчас мы дойдем до начала нашего рядочка и покажу, как это так будет. Так, сейчас мы доходим. Так. 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 И здесь мы нарастим. Как раз подошли к началу. И сейчас покажу, как это. Так, сейчас. Так, сюда и сюда. Все. Значит, проверяем. Везде у нас все есть. Верно? Так, здесь есть разворот. Дальше по 2. И здесь на первом 1 разворот. Так, здесь у нас 5 рядочков. И здесь у нас... Чуть приподнять. Прижала сильно. Так, здесь у нас 1 разворот. И вот на помеченный тоже 1. Все нормально. Теперь эти коктейльные трубочки я снимаю. Они сейчас мне уже не нужны. Будут мешать. Так, теперь угловые стойки. Вот эти я обрезаю. 2, которые ближние к центру. А крайнюю я оставляю. Так. Эти трубочки, которые мы обрезали, мы не убираем. Они нам еще пригодятся. Нет, не пригодятся, они уже высохли слишком. Так, и теперь мы будем с вами проплетать розгу. Берем трубочку, как обычно мы вставляем сзади и начинаем плести. Здесь очень внимательно. Мы плетем обычную с вами розгу или розгу, кто как говорит. Я говорю розгу. Так. Так, подходим. Раз, два, три. Сейчас мы нарастим. И будет интересный такой момент. Нам же получается вот здесь вот трубочки уже не нужны. Варианта 2. Либо просто их срезать и закрасить срезы таким же составом, которым вы красили трубочки. Либо сделать загибку. Я же загибку превращаю из розги. Сейчас я вам покажу. Так. Значит, вот мы подошли. Сейчас будем переходить от нашей веревочки из 3 к загибке. Но я подумала, что здесь розга не совсем будет удобно.
Мы сделаем вместо розги загибки изиду. Они чем-то похожи, но я покажу сейчас нюанс. Значит, мы, как обычно, в розге или розге делаем, да, опускаем стоечку, потом только рядышком кладем рабочую трубочку. В изиде немножко не так. В изиде как? Мы берем рабочую трубочку, сначала опускаем, а потом рядышком мы укладываем стоячок. Вот так. И стоячок, который мы опустили, обрезаем напротив пустой стоечки. Вот так. И дальше мы накрываем снова рабочей трубочкой из веревочки из 3. И снова опускаем нашу стоечку. И снова стоечку, не в рабочую трубочку. Не путайте. Опускаем, обрезаем. Это обрезана стоечка. Не путать. Вот. И вот так. И снова опускаем стойку. Вот. Хорошо все подтягиваем. Снова обрезаю рабочую, стоечку вернее. И вот этой вот трубочкой следующая, вот срез наш. Видите, вот он. Мы его накрываем нашей рабочей трубочкой. Накрыли. Все, он спрятался. А стоечку уложили. И обрезаем мы стоечку. И продолжаем дальше. Здесь, кстати, нужно нарастить рабочую трубочку. Так. Они чем-то похожи, розга и изида. Вот опустили рабочую. Теперь опускаем стойку. Вот. Хорошо нужно прижимать. Обрезаем стойку. Это слишком длинно отрезала. Вот так. И теперь здесь наращиваем. Так. Вот. Обрезаем стойку. Повторяю, что стойку, чтобы вы понимали, что не рабочую трубочку. Здесь мы наращиваем. Так. Стул у меня скрипучий. Есть. Теперь дальше заводим снова нашу рабочую трубочку. Опускаем в стоечку. Хорошо, вот туда. И обрезаем напротив соседней стоечка. Есть. Дальше заводим. Опускаем стоечку. Здесь можно, чтобы не вести вот сюда трубочку, видите, мы обрежем ее, стоечку, вот напротив, вот так. И завели. И опускаем нашу наш стоячок. Вот. Вот мы делаем наш уголочек. Так. Поворачиваем. Теперь обрезаем наш стоячок. Следующую берем. Рабочую. Вот. Опускаем стоячок. И обрезаем. Стоячок. Рабочая трубочка. Вот.
Обрезаем стоечку. Я специально не отключаюсь. Для чего? Для того, чтобы вы внимательно смотрели, что я обрезаю, чтобы вы не обрезали случайно лишнего. Не обрезали рабочую трубочку. Потому что мы сделали переход от веревочки из 3 на изиду. Так, сейчас снова у нас будет наращивание. То есть изиду мы плетем рабочими трубочками, я бы так сказала, да. А наши стоячки обрезаются, а в розге мы плетем все стоячками. Так, продолжаем. И вот так мы опускаем. Так, обрезаем стоечку. Напоминаю, стоечку. Так. Вот так. И опускаем нашу стоечку. Ее же подрезаем. И продолжаем плести спереди и сбоку изиду, а сзади получается розга. Ой, фу, веревочка из 3. Боже, я все путаю. Простите за целый день. Еще и при такой жаре дышать просто невозможно, а работать нужно, потому что хочется порадовать и себя, и вас чем-то интересненьким. А я не могу так, чтобы что-то не делать. Так, обрезаем и перекрываем все лишнее. Так. Вот так. И обрезаем стоечку. Лучше всего использовать всегда вот вот так вот каких-то там, допустим, изделиях, когда вот, допустим, вам нужно, да, какая-то часть стоек, чтобы осталась, а какую-то часть стоек вам нужно убрать. Вот можно использовать именно вот такой вот способ. Именно делать изидой. Я вам скажу, это очень и очень красиво. И это как-то эстетично смотрится, что ли. Ну, в общем, я считаю, что так как-то интересней. И можно плюс... хотя, в принципе, можно было и, как я говорила, срезать, да, и замазать все раствором, которым вы красили. Ну, я считаю, что это будет не совсем красиво. А так, красота со всех сторон. Так, наращиваем наши рабочие трубочки. Заводим. Вот так. Вот сюда. Следующее. То есть у нас должны остаться трубочки, которые
у нас помеченные. То есть по ширине нашей будущей полки. Я сейчас дойду и вам все покажу. Как раз из такого способа вы можете в любой момент остановиться и не убирать стоечки, а продолжать плести веревочкой из 3. Мы сейчас Диденок мой кричит. Так. И почти мы подходим к... Здесь, видите, длинный кусочек, можно его подрезать. Главное, что не сильно перестараться. Не вылез с обратной стороны просто. Так, вот почти. Мы подошли. Подходим к нашей помеченной. Вот она. Так. Вот почему я говорю, что пролистывать видео, ну, не совсем как бы я рекомендую. Почему? Потому что, видите, вот момент. Я думала розгой, а розга здесь не совсем подходит, поэтому пришлось делать все изидой. То есть мы исправляем все по ходу. Так, есть. И все, последняя наша. Вот. Мы укладываем. И обрезаем. Все. Вот нам то, что нужно было, чтобы осталась стоечка, которая у нас помеченная для нашей полки. И дальше мы плетем обычной веревочкой из 3. Здесь, кстати, пора наращивать. Так, сейчас нарастим. И продолжим дальше заканчивать нашу веревочку из 3. То есть у нас получалось как? Сначала у нас веревочка из 3, потом изида, и заканчиваем мы снова веревочкой из 3. Так, вот мы идем нашу веревочку из 3. Переходим уже на назад нашей нашей хлебницы. Так. Вот у нас как все удачно и хорошо все получается. Все. Значит, на этом наша часть готова. Мы будем полностью закрывать все наши вот эти вот рабочие трубочки. Как мы закрываем? Перед 2 за 3, да, вот так. Перед 2 за 3 и перед 2 за 3. Вот так мы должны закрыть. Но у нас хвосты. И я буду их сейчас прятать. Каким образом? Так. Завожу вот первое, которое к себе. Вот так. Обрезаю стоечку напротив, рабочую трубочку напротив соседней стойки. И вот завожу вот туда, прям в серединку между стойкой и трубочкой вот этой. Теперь следующую беру. Точно так же завела. Видите, как удачно у меня здесь. Обрезала. И вот туда, в середку, между плетением и стойкой, вот туда укладываю. Есть. И теперь последнюю. Здесь чуть по-другому. Здесь также будет впереди, но нужно ее
пропустить под вот этой вот. Сейчас ее подниму, чтобы вам было понятнее. Вот под вот этой трубочкой, которая уходит спереди за стоечку вот эту. Вот под нее нужно завести. Сейчас мы его тут выведем. Оп. Все сейчас поправится, не переживайте. Ничего не будет видно. Там чуть задело. Ничего. Все будет исправимо. Все, сейчас мы справим. Все. Здесь чуть подкрашу. Ну, бывает, ребят, бывает такое. Все. Вот теперь покажу, что у нас в итоге получилось. Вот. Значит, это будет у нас зад нашей хлебнички. А вот наш период нашей хлебницы. И вот здесь будет ложиться крышка. Вот на вот этот вот скос ложиться будет крышка. Вот наш период. Как я говорила, вот эту вот косу вы можете здесь любой свой рисунок, без разницы. Вот у вас, смотрите, как веревочка из трех, ну, грубо говоря, да, хотя здесь изида. Но визуально, если посмотреть, здесь веревочка из трех, здесь веревочка, здесь 5 рядов, здесь 5 рядов, а посередине рисунок. Все. Все совпало. Если сбоку посмотреть, посмотрите, как аккуратно. Все у нас красиво везде, все спряталось. Везде мы все попрятали, все хвостики. И вот такая вот у нас штука получается. Так, как я говорила, это первая часть. Во второй части мы будем плести. Вот с этой стороны у нас будет полка. Поэтому встретимся во второй части. Продолжение следует.